Вы наверняка слышали эту историю. Апрель 1967 года. Советская космическая капсула падает на Землю. Американская база радиоперехвата в Турции ловит сигнал с орбиты. И техники в наушниках с ужасом слушают, как обреченный советский космонавт плачет, кричит и проклинает руководство страны за то, что его посадили в неисправный корабль. Эту легенду десятилетиями повторяли в книгах, статьях и документальных фильмах. Она идеально вписывалась в нарратив холодной войны. Но это ложь. Американская разведка не слышала криков Владимира Комарова и не могла услышать. Настоящая история объекта «Союз-1» не нуждается в дешевой драме. Реальность, зафиксированная в сухих технических стенограммах, показывает не паникующего человека, а пугающий, ледяной профессионализм пилота, который до последней секунды боролся с мертвым металлом. Сегодня мы открываем файл 167 и стираем мифы. Миф о проклятиях Комарова пошел гулять по миру после выхода книги «Стармен», написанной западными журналистами в 90-х. Авторы утверждали, что станция АНБ под Стамбулом перехватила гневную тираду пилота перед самой смертью. С технической точки зрения это абсурд. На финальном этапе спуска капсула входит в плотные слои атмосферы со скоростью около 8 км в секунду. Вокруг нее образуется облако раскаленной плазмы. Плазма полностью блокирует прохождение радиоволн. В космонавтике этот период так и называется – blackout. Ни одна база в мире не могла перехватить связь падающей капсулы, потому что связи физически не существовало. Но если Комаров не кричал в эфире, что происходило на самом деле? Чтобы понять масштаб трагедии, нужно вернуться на Землю. 1967 год. Советский Союз готовится к 50-летию Октябрьской революции. Руководство требует грандиозного космического спектакля. Запуск одного корабля, затем второго и переход космонавтов из одной кабины в другую прямо на орбите. Но корабль «Союз» был сырым. Это была не просто недоработка. В ходе наземных испытаний инженеры выявили 203 структурные проблемы. Любая из них могла стать фатальной. Инженеры составили подробный рапорт на 10 страницах, призывая отложить старт. Но партийная машина уже разогналась. Документ лег под сукно. Владимиру Комарову было 40 лет. Инженер, блестящий летчик. Он знал о 203 неисправностях. Он был прагматиком и понимал, что шансы выжить минимальны. Его дублером числился Юрий Гагарин. Правила были жесткими. Если Комаров откажется по здоровью или другим причинам, в кресло смертника сядет первый космонавт планеты. Гагарин к тому моменту был символом, идолом Советского Союза. По свидетельствам коллег, Комаров принял решение хладнокровно. Он стал живым щитом, чтобы спасти Гагарина. 23 апреля 1967 года он шагнул в кабину «Союза-1» без иллюзий. Проблемы начались сразу. На орбите не раскрылась одна из солнечных батарей. Корабль остался без достаточного питания. Датчики ориентации отказали. Комаров оказался в полутемной капсуле, которая бесконтрольно вращалась в пространстве. Запуск второго корабля немедленно отменили. Теперь миссия свелась к одному – спасти пилота. И здесь Комаров продемонстрировал то, о чем забывают создатели мифов. Вместо паники он работал с математической точностью. В условиях нехватки энергии он вручную, ориентируясь по звездам, остановил вращение корабля. Это было практически невыполнимо. Он рассчитал импульс торможения и направил неисправный аппарат к Земле. Согласно официальным стенограммам радиопереговоров, голос Комарова оставался спокойным до самого конца связи. Он докладывал: «Двигатель отработал. Все идет штатно. Чувствую себя отлично». Ни истерик, ни проклятий. Только протокол.
Капсула вошла в атмосферу. Тот самый плазменный блэкаут, который отрезал корабль от внешнего мира. Комаров сделал все, что зависело от человека. Теперь жизнь зависела от автоматики. На высоте 7 километров автоматика отстрелила крышку парашютного контейнера. Вышел тормозной парашют, который должен был вытянуть основной купол. Из-за перепада давления контейнер деформировался. Основной парашют намертво зажало внутри. Капсула продолжала стремительно падать. Система выбросила запасной парашют, но он попал в зону разряжения за кораблем, и его стропы просто захлестнулись вокруг невыпущенного тормозного. Капсула превратилась в снаряд. Она падала со скоростью 40 метров в секунду. У Комарова не было средств спасения. Катапультные кресла в этой модели не предусматривались. О чем он думал в эти последние секунды? Мы не знаем. В корабле не было бортового самописца, фиксирующего звук внутри кабины. Но мы точно знаем, что в эфире была мертвая тишина. Удар о землю сплющил капсулу, оставив от нее лишь груду искореженного металла высотой около полуметра. Взорвались баки с пероксидом водорода, начался страшный пожар. Позже комиссия, расследовавшая причины аварии, подтвердит, шансов не было. Спешка ради политического триумфа привела к первой гибели человека на космическом задании. История Владимира Комарова не нуждается в приукрашивании выдуманными криками в эфире. Тихий, расчетливый профессионализм человека, который пытался выжить в обреченном корабле, вызывает гораздо большее уважение. Это был файл 167. Мы работаем с фактами. Подписывайтесь на канал, чтобы получать доступ к досье без цензуры и вымысла. Увидимся!